Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leste Games. Сегодня у нас на обзоре гордый, тяжелый танк Великобритании, Супер Конь, 10 левел, проходная прокачиваемая ветка. Невероятно хорошая машина. А почему? А вот все сегодня в обзоре-то мы и рассмотрим. А прежде чем перейдем дальше к обзору, конечно же, поставь лайк под этим видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами отправляемся смотреть бронирование коня. Погнали! Итак, господа, коллижен модель нашего супер коня. Ну и давайте начнем с корпуса. НЛД у нас в приведенке. Так, правильно поставили? Правильно, да. 146. Ну, в районе 140 плюс. Это очень мало, конечно, ослабленная деталь корпуса. ВЛД прикрыта у нас панелькой против кумулятивных снарядов, экранчик у нас, да, и вот у нас 276, 287, 289. Крепко ли это ВЛД? Да, против обычных типов снарядов факт. Я говорю про десяток. Девятки тоже будут испытывать сложности с пробитием. Но вот на голде и на, соответственно, десятки тоже на голде. Если это не кумулятивные снаряды, кумулями сюда будет очень тяжело стрелять. Ну, даже не тяжело, не пробьете. Вот. Восьмерки прям точно нет, не пробивают. Теперь верхняя часть. Она у нас рикошетная, всего лишь 105. Вот эта часть, но под хорошим рикошетным углом. И, соответственно, увы, сюда закинуть будет тяжело. Только по правилу 3 калибров, там получается от 133 миллиметров, да, орудие пушечки может сюда пробивать. Теперь очень сложная у него башня. Ну, давайте разбираться. Тоже у нас есть противокумулятивные экраны. Давайте смотреть сначала маску. Под маской 289, здесь 314, 305. Есть, кстати, вот здесь вверху места уже по 600. Верхняя часть 245 рикошет, нижняя 220 рикошет. Хорошие углы. Все, маска в принципе неплохая. Но иногда все-таки пробивается на голде. Что тут даже говорить, если мощная голда. Внизу 304 под маской орудия. Здесь 333, бесполезно. Здесь 380, все зашито. Здесь 300, 300, 330. Здесь плюс экран по 400. Короче, все круто. Верхняя планка у нас 58 мм. В приведенке 145 рикошет. Это по правилу 3 калибров, там от 152 мм. Сюда можно только забрасывать. Ну и лючок, вот он. 190. Поскольку у меня сейчас снаряд стоит. Так, а что у меня за снаряд? 259, да, у меня стоит ББХ. Вот, и вот рикошет. Все равно рикошет. Тяжело коню самому себя пробивать. И подколы, и ББХи. Так, подождите. Давайте подкол возьмем. И подколом тоже в такой вот плоскости. Вы посмотрите. Потому что подколы. Были бы камули, все бы залазило. А так, увы, нет. И бьется иногда конь, не знаю, как она тут показывает. Да. Вообще как будто не пробивается. Пробивается иногда. Ладно, боковое бронирование тоже здесь у нас прямой борт, без экранов вот в этой части. 101,6, в нижней части до 146 там с катками. Как он танкует от борта? Давайте глядеть. Все хорошо по корпусу. Единственное, подставляет подбашенный цилиндр, но здесь тоже 427, 310, увы и ах. Вот. В целом бронирование от борта хорошее, ВЛД все хорошее, башня по идее вся хорошая, но иногда камулями, в основном запомните, камулями, потому что подколы и ББХи здесь часто отскакивают, не пробить, а вот камулями нас сюда порой нет-нет да пробивают. Вот такое вот бронирование. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть орудие. Пушечка у нас 10 левела, 120 миллиметров. Вот 400 альфа, 259 на основном типе снаряда, это ББХи, и 326 на подколах. Заряжается пушка на стоке почти 9 секунд, да, ДПМ 2800, что уже неплохо. Точность 0,33 на тяжелом танке. И это есть супер момент.
по супер коню, супер момент, чувствуете взаимосвязь. Это очень хорошее точное орудие и достаточно быстрый КД для этой альфы. Время сведения тоже комфортное, 2 секунды. Что касается полевой модернизации. Во втором блоке вездеходная ходовая, в четвертом отстройка параллакса, в пятом звукоизоляция, в седьмом настройка отбора мощности, в восьмом облегченный корпус. Вторым слотом мы берем на мобильность. Иногда можно, кто не играет на коне с турбины, можете ставить, естественно, и нужно ставить на огневую мощь. Но я на коне катаю с турбины, танк достаточно медленный, мне очень важна для этой машины подвижность. По оборудованию закалка турбина досол. Вот. По снарядам. Основной тип снаряда у нас бронебойный, голда подкол, бронебойный летит 1067, голда 1334, очень хорошая. Скорость полета снаряда по снаряжению, ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул доп. Паёк, 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке. По плюсам и минусам машины. Что касаемо огневой мощи. Удалось разогнать с помощью оборудования до пайка и экипажа у нас заряжается орудие менее 7 секунд. 6,56. ДПМ вырос до 3700. Вы представляете, какой ДПМ? Точность 0,29. Время сведения 1,85. Невероятное орудие. У нас есть УВН минус 10, а мы помним броню в башне, да. Короче, пушка, быстрые снаряды, все есть для комфортного настрела. По ХП тоже все хорошо. Закалочка стоит, 2800 ХП, нифига себе, учитывая наше бронирование. По мобильности, вот здесь не все прям так гладко, скажем честно, да. 40,3 вперед, 14 назад, почти 14 лошадей на тонну. Конь, конечно, медленный, да. Если мы будем катать без турбины, то, извините, там 36 км в час, такое себе. По, незаметность зачем, да, по обзору. У нас 438 метров, в принципе, стандартный параметр. Минус у нас модификация, да, звукоизоляция, минус 12 снялось. Да и ладно. Ребята, еще раз, по коню. Хорошая броня, ДПМная пушка невероятная, с хорошим пробитием, с хорошей альфой, с быстрыми снарядами. Конь это просто чума по ДПМ. Отправляемся в бой, давайте поглядим, на что, собственно, супер конь способен. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас супер конь. Тяжелый танк Великобритании, 10 левел. Проходная прокачиваемая ветка. Так. Две артули, да. Сетап фулл десяточки. Поехали, наверное, на дефолт позицию. Так. Ну и где враги? Фачу дали в маску. Фачу в масочку дали, подсветили его. Пробитие. Фоч в меня будет упарываться. Обиделся. Плохо выстрелил. Нахер пошел. Умник.
Красавчик, Фоч. Плохо выстрелил. Ну то, что сотку сюда приехала, это хорошо. Сейчас мы ей всю щеку разобьем. На ДПМ. Так. Ну давай, смотри. Ну, нет. Качается. Он ЛБЗ на танковании выполняет, походу. Чё-то совсем плохо танкуешь. — 3500, ребят. Танкователь. ТП, мы его просто заметили, что он поехал. Надо уже ехать. Ну, турбослив у врагов. Ого! А как это я его не прострелил? Бедняги. Все, победа, ребят. 4К успели дать. Ну просто турбослив у врагов. Конь на ДПМе, видели, как унижали Фача, как унижали сотку. Сотка вообще просто не знала, что делать. И танковать не могла против нас. Конь это ДПМ. Конь это точное орудие. Прям нереально точное. Невероятно классный тяжелый танк. Всем рекомендую. Конь прям, ух. Да, жалко, пятак не влили. О, нам сколько всего подарили. Что там, какое? Позорное какое-нибудь третье место? Нет, позорное второе место. Кстати, чуть-чуть мы CS-ку не перестреляли. Ребят, по пятибалльной системе 5 из 5, прям 100% говорю. Да, коню закидывается сюда. Закидывается часто, но в большинстве случаев это должны быть камули. Либо мощные ББхи. Подколы, как правило, отлетают от этого места. Поэтому конь невероятно классная машина. Ребята, у кого есть в ангаре конь, пишите свои комментарии, какое вы используете оборудование, да. Многие, я знаю, на нем без турбины катают, но мне нравится именно вот такой вот сетап, вот такая сборка по оборудованию. Прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал, ну я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.